Миллиардер Ричард Хейл сидел в инвалидной коляске посреди сада своего особняка и тихо плакал, так, как не плакал уже много лет. После аварии врачи были категоричны: он больше никогда не сможет ходить. Деньги, влияние, бизнесы от Лондона до Манчестера — все это вдруг стало бессмысленным. «Дядя, почему ты плачешь?» — раздался детский голос. Ричард обернулся и увидел мальчика лет 6. Это был Лео, сын уборщицы Мэри, которая работала в доме. Ричард тяжело вздохнул и честно ответил: «Потому что я больше никогда не встану на ноги». Лео немного помолчал, положил ладонь ему на ногу и неожиданно спросил: «А можно я за вас помолюсь?» Ричард хотел отказаться, но что-то внутри остановило его. Он просто кивнул. Молитва была короткой и простой, без пафоса, без громких слов. И вдруг Ричард почувствовал тепло, поднимающееся по ноге. Он пошевелил пальцами, и они откликнулись. Впервые за 2 года. С этого дня все начало меняться. Ричард настоял, чтобы Мэри и Лео переехали жить в особняк. Он обеспечил мальчику школу, безопасность, заботу. Но очень скоро надежда переросла в одержимость. Ричард просил молиться снова и снова, забывая, что перед ним ребенок, а не лекарство. «Я не лечу», — тихо повторял Лео. «Я просто молюсь». Ситуация обострилась, когда жена Ричарда, Эвелин, и его брат Майкл почувствовали угрозу. Они боялись, что в случае выздоровления он пересмотрит завещание. Началась травля, статьи, обвинения, журналисты у ворот. Мэри называли мошенницей, Лео — инструментом обмана. А затем случилось страшное. Мэри попала в больницу с неизлечимым диагнозом. Шансов почти не было. Лео вбежал в палату, взял мать за руку и заплакал. «Пожалуйста, не уходи». Он молился так, как никогда раньше. И произошло невозможное. Состояние Мэри стабилизировалось, болезнь исчезла. Врачи не могли этого объяснить. Тогда Ричард понял главное. Дело было не в нем. И никогда не было. Он публично признал ошибки, разорвал отношения с женой и братом, доказав их махинации в суде, и основал благотворительный фонд «Новая надежда». Первый приют открылся в Ливерпуле, затем в Бристоле, Лидсе, Ноттингеме. Тысячи детей получили дом, еду и будущее. Со временем Ричард снова начал ходить. Медленно, с опорой, но уверенно. А главное, он научился жить по-настоящему. Когда Лео исполнилось 10, Ричард задал главный вопрос: «Хочешь, чтобы я стал твоим отцом?» Мэри со слезами кивнула. Лео улыбнулся и обнял его. «Тогда ты мой папа». Годы спустя Лео возглавил фонд, расширив его работу по всему миру. А Ричард, уже седой, шел рядом, здоровый не только телом, но и сердцем. И когда Лео спрашивали, какое чудо было в его жизни самым большим, он всегда отвечал: «Я не исцелял людей. Мое чудо — это отец, который понял, настоящая сила не в деньгах, а в том, чтобы менять жизни».